Привет, меня зовут Артем, и вы находитесь на канале Android Insights. Это вторая часть видео о создании кастомных лейаутов в Jetpack Compose. В прошлом видео я рассказывал о минимальной базе, которую необходимо знать, если решили попробовать написать что-то подобное. Так что повторяться я не буду. Если не смотрели первую часть, то вы найдете ее в подсказке в правом верхнем углу. Советую его посмотреть перед тем, как продолжить просмотр этого видео. В прошлый раз я остановился на том, что создал простой лейаут, который раскладывает объекты один под другим. Сегодня я расширю ее функционал и сделаю такой лейаут, элементы которого имеют одинаковую высоту, которая равна максимальной минимальной высоте дочерних объектов, так как именно такая высота гарантирует то, что все объекты будут корректно отображены. Для этого мне необходимо найти данный размер. Чтобы его найти, я могу пройтись по списку measurables, используя функцию maxOff, и вызвать функцию minIntrinsic_height у каждого measurable, передав в нее максимальную допустимую высоту из constraints. Теперь, когда я посчитал требуемый размер, я могу создать новые constraints, используя его. Затем я могу передать новые constraints в функцию measure. Остальной код не меняется и остается таким же. Поведение приложения изменилось. Каждый элемент имеет одинаковую высоту, как я и хотел. Теперь я добавлю разделитель между объектами. Так как Spacer это такая же composable функция, то она тоже имеет такую же высоту, как и остальные объекты. Чтобы это исправить, можно добавить кастомный модифайер, который будет доступен только для моего лейаута. Видео о создании которых тоже есть на канале. Можете найти его в подсказке. Для начала необходимо создать свой scope, например, equal_height column scope. Это можно сделать через создание интерфейса. В этом интерфейсе будет одна функция, которую я назову ignore_height. Эта функция должна быть расширением к модифайеру и возвращать модифайер. Это необходимо для того, чтобы создание различных модифайеров можно было объединять в цепочку. Чтобы scope equal_height column scope был доступен для контента, необходимо добавить его к лямбде content. Код сразу подсветился красным, потому что я еще не реализовал интерфейс equal_height column scope и не передал его в лямбду content. Для реализации интерфейса я создам объект equal_height column scope instance. Осталось передать equal_height column scope instance внутрь content. Проект снова компилируется. Осталось реализовать функцию ignore_height. Для этого необходимо создать класс, который будет выполнять роль payload, и хранить флаг, который отвечает за то, чтобы правила изменения высоты игнорировались. Я создал класс equal_height column childData, который реализует интерфейс parentData_modifier. ParentData_modifier позволяет изменять поле parentData у родителя. В нем может лежать практически любой payload, который необходим для создания вашего уникального лейаута. Теперь я создам расширение, которое позволит удобно получать значения из payload. Все, что необходимо сделать, это безопасно привести parentData к equal_height column childData, которого я уже могу достать флаг ignore_height, либо вернуть false, если модифайер не был применен. Теперь необходимо вернуть payload в момент вызова функции ignore_height. Осталось применить модифайер ignore_height к спейсерам. Давайте посмотрим, что получилось в итоге. Выглядит так, как я и рассчитывал. Каждый бокс имеет одинаковую высоту, а спейсеры игнорируют это правило. Это все, что я хотел рассказать в данном видео. Подписывайтесь на мой YouTube канал, если не хотите пропустить это и будущие видео. Ставьте лайк, если данное видео вам понравилось и было для вас полезным. Также подписывайтесь на мой Telegram канал. Спасибо за просмотр, всего хорошего, пока.